Ребята, всем привет, добро пожаловать в новый выпуск. Как надеюсь, ваш карантин проходит продуктивно, плодотворно. Напишите, чем занимаетесь, можете оставить запись в комментариях. Также не забудьте поставить лайк и подпишитесь на мой канал, если вам нравится то, что здесь происходит. В сегодняшнем видео хочу поговорить с вами про 5 позиций, или, скажем так, 5 вакансий, которые будут расти после того, как мы выйдем, вообще, в котором обеспечен рост в 2020 году, в которых очень сильно наблюдается динамика, и наверняка, которые будут очень сильно востребованы после того, как всеобщая такая изоляция завершится, карантин завершится, и мы будем постепенно выходить в привычный ритм работы. Соответственно, все эти вакансии, точнее не вакансии, позиции или специальности, они из диджитал и IT сферы, потому что, как вы понимаете, это то, где будет большое развитие, и оно в принципе уже наблюдается, но то, где развитие будет продолжать расти в последующие 5, 7, 10 лет, и это наглядно показывает даже текущая ситуация, когда все бизнесы, которые являются не IT-составляющими или которые не сильно диджитализированные, которые очень сильно, эти бизнесы сильно страдают в момент кризиса, поэтому очевидно, что будут развиваться именно IT-ориентированные бизнесы, и, соответственно, специалисты, которые развиваются в этих сферах, они тоже будут очень сильно востребованы. Значит, 5 вакансий или 5 позиций, которые будут развиваться в следующие примерно 5 лет, начиная с 2020 года, потому что уже в 2020 году начинается буст потребности именно в подобных специалистов. Значит, номер 1 – это специалист по кибербезопасности. Помните, в одном из первых видео я вам говорил то, что кибербезопасность – это очень важный аспект в сегодняшнем мире, потому что защита данных сегодня является большим приоритетом для большинства компаний, для большинства брендов, которые хотят удержать клиента или хотят повысить лояльность клиента к своему продукту или к своему сервису. Поэтому специалисты в кибербезопасности, они уже сильно востребованы, но они будут продолжать быть востребованными на протяжении последующих лет. Значит, следом после специалистов по безопасности идут специалисты, так называемые Client Success, то есть это специалисты, которые помогают создать или разработать, улучшить продукт в соответствии с потребностью клиентов. То есть, например, если вы хотите, точнее, вашей компании требуется какая-то CRM-система, то вам нужен специалист, который поможет со стороны CRM-системы обеспечить максимальный успех внедрения, максимальный успех и довольство пользованием этим продуктом. То есть, если мы, допустим, берем Salesforce, то со стороны Salesforce есть вот этот самый Customer Success специалист, который будет все время с вами на связи, который поможет постоянно адаптировать, улучшать систему под нужды вашей компании. Это как раз таки и такой пример, он не только в Salesforce, он в принципе в любом продукте, который пользуется спросом, и продукт, который кастомизируемый, то есть продукт, который гибкий, который способен развиваться и адаптироваться вместе с развитием самого клиента. Следующим это будет третья позиция, скажем так, это Data Scientist, то есть это люди, которые могут работать с информацией, потому что сейчас мы живем во время Big Data, и вот эта Big Data, ее стало настолько много, что уже очень тяжело, то есть очень тяжело вычленить нужную информацию, но ее нужно собирать, агрегировать, нужно знать, как с ней работать, именно для того, чтобы создавать новые продукты, чтобы улучшать продукты. Люди, кто сможет работать с Big Data, они очень важны, и это вот такой прям один из важных
я бы сказал, одна из таких важных специальностей, потому что она применима практически сегодня в любом бизнесе. Про что бы мы ни говорили, про какой бы продукт мы ни говорили, с Big Data нужно работать везде, начиная там с социальных сетей, заканчивая большими массивами данных, например, такими, с которыми работает Яндекс. Следующая, вторая позиция, которая будет достаточно востребована, или специальность, которая будет востребована, это специалист по роботизации. Сегодня мы живем во время, когда все больше и больше для каких-то вещей используются роботы или используются машины. Соответственно, нужны специалисты, которые умеют правильно их программировать, которые умеют работать с алгоритмами, которые умеют там привязывать функциональность к цифре, к информации, то есть именно те люди, которые могут, так сказать, оживлять роботов для выполнения определенных функций. И номер один, самая такая, на мой взгляд, и в принципе по статистике востребованная позиция – это специалист по Artificial Intelligence. То есть люди, которые смогут работать или которые знают, как работать с Artificial Intelligence, понимают, куда это должно развиваться, как это будет развиваться, они сегодня очень сильно востребованы, потому что мы четко понимаем, что в большинстве сегодняшних продуктов Artificial Intelligence является одним из ключей, потому что только благодаря Artificial Intelligence мы можем обрабатывать, опять же, те же самые массивы данных, мы можем обрабатывать информацию, и мы можем адаптировать продукт под нужды нашего клиента. Собственно, вы можете понимать, куда идет тренд и на что смотреть, и кто будет востребован. Надеюсь, было полезно. Спасибо, что остаетесь. Если понравилось, не забудьте подписаться, можете поделиться этим видео. Обязательно поставьте лайк. Я увижу вас в следующем видео. Пока!